Ребят, полярик больше не нужен. Новая крышесносная фича, уже доступная в фотошопе. Удаление рефлексов. После официального анонса прошло чуть больше года, и Adobe все-таки отдуплились и добавили ее в интерфейс модуля камеры RAW. Меня зовут Максим Густарев, это небольшой обзор на эту фичу. Погнали в Photoshop. Итак, первое, что вам нужно знать, инструмент Reflex Removal работает только с RAW-файлами. Открываем их в Photoshop, сразу открывается модуль камера RAW, выбираем любой снимок и видим, что он сделан через стекло. У нас появляется достаточно большое количество рефлексов, и иными инструментами, старыми инструментами типа Dehaze, Clarity, мы, конечно же, эти все блики убрать не можем. Поэтому мы обращаемся к новой фиче. Идем в модуль Remove, горячая клавиша B, и снизу у нас появляется Distraction Removal Reflections. Новая функция, которая позволяет удалить все отражения. Клацаем на эту галочку. Камера RAW думает достаточно быстро, буквально за 7-8 секунд. На чипе M1 Max она файл 24 мегапикселя обрабатывает. И, как вы видите, все наши отражения исчезают. Можно клацать на вот этот глаз для того, чтобы посмотреть на до-после. До-после. И выглядит это, честно скажу, просто крышесносно. Еще один пример. Клацаю на галочку Reflection, жду пару секунд и получаю классный результат. Здесь действительно здоровенная засветка, и, возможно, я бы, наверное, сказал, что вот в цветах появляется какая-то потеря деталей, но с восстановлением такое ощущение, что детали возвращаются вроде бы даже там, где их не было. Еще один вариант. До, после, до, после. Во-первых, удаляется дымка, удаляются все отражения, повышается контраст. И я могу сказать, что Reflex Removal — это такой Dehaze на максималках. Но что самое интересное, вы не просто удаляете отражения, а вы разделяете картинку на составляющие. Ваша мультиэкспозиция начинает разъезжаться на основную часть и на само отражение, которое вы также можете посмотреть с помощью ползунка, который можете выставить от минус 100% до плюс 100%. То есть на любой фотографии, применив этот эффект, вы можете посмотреть на то отражение, которое он увидел в кадре изначально. Кстати, этот кадр я делал через призму, и вот даже такое расслоение света у нас получилось увидеть в двух составляющих. Скорее всего, здесь вы можете меня спросить: Максим, а зачем нам эти цвета удалять? Ведь они являются, наверное, неотъемлемой частью сюжета, и на самом деле все эти засветки, они выглядят прикольно. Я с вами абсолютно соглашусь, это классно в этих фотографиях, но в других фотографиях, к примеру, фотография через иллюминатор самолета, где действительно вот это отражение может быть лишним. И уже в таком случае простой Dehaze, удаление дымки, вас не спасет. Reflection Removal намного лучше отработает и удалит просто паразитный блик. Либо здесь, где фотография сделана через стекло машины, небо у нас полностью отражается, и смотрите, что происходит здесь. Просто намного глубже получается контраст, намного более четче вылезают все детали. И это действительно круто, можно даже посмотреть на само отражение, которое он проанализировал. Да, конечно, инструмент работает не идеально, к примеру, здесь он в отражение на просвет взял саму Землю, и уже в замазанном кадре она просто исчезает. Но согласитесь, это круто. В своем телеграм-канале я попросил ребят покидать равки с отражениями, и мне понравился вот этот снимок, который показывает, насколько грустно получается делать кадры водоемов без поляризационного фильтра. Теперь, по сути дела, поляризационный фильтр нам не нужен. Идем в инструмент Removal, клацаем на галочку Reflection, ждем пару секунд, бабах, и все отражения опять же у нас исчезают. Можно даже посмотреть, насколько точно алгоритм определил изначально отражение в воде. И это дело все сепарирует на две составляющие: основное изображение и отражение. Но, увы, косяки этот инструмент не обошли. К сожалению, после применения инструмента изображение теряет детализацию. Если посмотреть на до и после, это отчетливо видно по ресницам, у нас падает разрешающая способность. И изначальный кадр 6000 точек на 4000 точек в 24 мегапикселя превращается по ощущениям где-то мегапикселей в 10-12. В общем масштабе это, конечно же, не особо видно. Но если вы с трепетом относитесь к резкостной составляющей, то вам нужно искать какие-то обходные пути, как сохранить это разрешение. И я этот обходной путь, конечно же, нашел. Давайте посмотрим на эту картинку. При увеличении и использовании инструмента Reflection мы получаем вообще конкретную потерю разрешающей способности. И для того, чтобы все это исправить, нам нужно после использования удаления отражений открыть файл в Photoshop в оригинальном разрешении 6000 точек на 4000 точек. И это будет наш основной бэкграунд слой. Следом мы повторно открываем наш файл и теперь Reflections выключаем. Зажимаем клавишу Options на Mac либо Alt на винде, чтобы у вас снизу появилась Open Copy. Вы открываете копию этого документа, выделяете все изображение
изображение, копируете, закрываете документ и вставляете оригинальное изображение, конечно же, с обработкой цветокоррекции какой-либо, которую вы делали в модуле Camera Raw, поверх нашего изображения с удаленными отражениями. Если я увеличу глазик, то мы увидим то, что у нас разрешающая способность возвращается. И теперь нам нужно сделать так, чтобы перенеслась только резкостная составляющая. Но я думаю, вы уже догадались, что поможет нам частотное разложение. Мы на каждый из двух слоев применяем частотное разложение, и из слоя с отражениями, где отражения видны, то есть из вот этого слоя, мы с вами высокие частоты, то есть вот эти маленькие резкостные все особенности, реснички, поры, мы с вами переносим в бэкграунд слой. Предлагаю вам сделать это самим, ну а для тех, кто вообще не вдупляет, что куда надо копировать и какие там нафиг частоты, разумеется, я сделал экшен, который вы можете скачать вот прям по ссылке ниже в моем телеграм-канале. И называется он Repair Reflections. Вы его применяете на оригинальный слой с отражениями, который лежит поверх вашего бэкграунд слоя. В общем, как у меня на картинке. У нас есть оригинальный слой без отражений и слой с отражениями. Вы просто его применяете, выбираете радиус, соответствующий минимальной длине изображения. Приведу пример. У меня картинка 6000 точек на 4000 точек. Минимальная сторона 4000. Я беру четверочку и загоняю ее в радиус. Если у вас будет изображение, к примеру, 12 тысяч точек на 8000 точек, в этом случае вы будете делать размытие по гауссу на 8 пикселей. Нажимаете ОК и, по сути дела, все готово. Увеличиваем глазик до, после, до, после. Наша резкость восстанавливается, и при этом у нас все отражения исчезают. Еще один явный недостаток, на который я обратил внимание, это появление большого количества хроматических аберраций. До, после, до, после. Как вы видите, у нас появляются фиолетовые контуры. Но опять же, это не означает, что этот инструмент плохой. Это, ребят, инструмент, который имеется в Photoshop и которым мы должны управлять. И в Photoshop есть гигантское количество других инструментов в совокупности, которые позволяют нам сделать классную обработку. Если у нас стоит задача удалить отражение, мы можем применить этот инструмент, потом еще раз, к примеру, открыть это изображение уже без использования удаления отражений, открыть его копию, вставить эту копию на первоначальный документ, прогнать все это дело через мой экшен, дабы сохранить разрешающую способность, опять же, до, после, посмотрите, у нас все детали восстанавливаются. Ну а после хроматические аберрации, которые у нас вылезли, мы можем сохранить, восстановить из оригинального слоя. До, после, до, после. Покажу еще один пример, где этот инструмент мы можем использовать, не работая с прямыми отражениями, когда вы снимаете через стекло. К примеру, здесь у меня есть контровой источник света, который засвечивает картинку, появляются блики Light Leaks, появляются вот такие вот полосы, и, конечно же, от них можно избавиться. Теперь мы можем это делать через удаление отражений. Клацаем на галочку Reflections, чуть-чуть ждем. Бум, готово. До, после, до, после. Вот это действительно круто получается, что если вдруг у вас появился кадр, в котором появляется гигантское количество засветок, вот эти засветки чисто теоретически в некоторых случаях, опять же, не всегда это работает хорошо, потрясающе, суперски, иногда бывают косяки, вы можете использовать. До, после, до, после. Экшен, который чинит качество при использовании инструмента Reflection Removal, вы можете скачать у меня в телеграм-канале, вот здесь будет ссылка. Также поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, и я очень надеюсь, что Photoshop, Adobe наконец-то отдупляются, и они начнут добавлять еще более интересные фичи, потому что они, честно говоря, презентовали супер крышесносные вещи. Вот здесь, если не смотрели, по всплывашке посмотрите видос с анонсом. Там были интересные инструменты, которые, ну, очень хочется пощупать. И то, что сейчас вот просто бах, они выпустили. Недавно вроде была презентация Adobe Max. По идее, они должны были на ней эту фичу уже презентовать, но, видимо, как-то не успели. Опять же, все новенькое, интересное будем тестировать. Подписывайтесь. До новых встреч, пока.